своими реалистическими романами о современности я пытаюсь осмыслить эту самую современность в ее узких рамках, там, в рамках десятилетия, а не в рамках существования российского народа вообще. Роман «Географ Глобус пропил» посвящен 90-м годам в истории России, тем временам, когда считалось, произошла национальная катастрофа. Вот я попытался, точнее не попытался, а описал героя нашего времени. Вот классический тип русской литературы — герой нашего времени. Что это за персонаж? Это человек, внутренняя драма которого соответствует внутренней драме эпохи. Какая внутренняя драма в России была в 90-е годы? Это была драма неопределенности. То есть всем хотелось какого-то большей остойчивости в жизни. У каждого человека были свои представления. Кто-то хотел вернуться в Советский Союз, кто-то хотел жить как в Европе, кто-то хотел воровать и грабить. У каждого были свои желания, но все хотели одного — порядка, остойчивости. И вот я описал жизнь человека, внутренняя потребность которого совпадает с внутренней потребностью народа в это время. Этот человек — это простой учитель географии в провинциальной школе. Вот, и я описал просто его бытовые взаимоотношения с друзьями, с женщинами, с учениками. Но в этих отношениях и зафиксирована основная драма эпохи. Я, в общем, описывал ту жизнь, которая лично меня окружала, и те обстоятельства, которые были лично в моей жизни. Я не описывал самого себя один в один. Все-таки мой герой очень близок ко мне. Это не автобиографический роман, но биографического в нем много. Этот опыт даст понимание, в чем заключается человеческая подлинность. Тема человеческой подлинности для меня очень важна. Подлинность человека, она заключается не в бытовом преуспеянии, не в деньгах, не в карьере, а во внутреннем соответствии человека самому себе. То есть, не знаю, там, в идентичности, что ли. Вот. И я описывал героя, который продолжает череду знаменитых русских героев, начатую еще князем Мышкиным из романа Достоевского «Идиот». То есть, в общем, я описывал князя Мышкина в 90-х годах в России. Любая эпоха требует от человека каких-то действий. 90-е требовали от человека подлости. То есть, если ты в 90-е хотел преуспеть, ты должен был совершать какие-то подлости. Должен был там воровать, грабить, как-то участвовать в криминальной жизни, быть вообще непорядочным человеком, который не держит своего слова. И мой герой не хочет быть таким человеком. Но если он будет открыто заявлять свою позицию, то своей правильностью он будет унижать окружающих, которые ничего против такой позиции не имеют. И вот чтобы не унижать окружающих, он пьянствует. То есть таким образом он самоустраняется от зла. Но делает он это не из слабости, а из силы. Из-за того, что он хочет сохранить себе человеческое и не хочет унизить окружающих. И вот главная сложность этого романа — понять, что перед нами не опустившийся человек, который тащится по воле событий как тряпка, а человек очень сильный и стойкий, только он свою силу никому не показывает, но эта сила в нем реально существует. Мой персонаж, Виктор Слушкин, он герой. Разумеется, он ничего в жизни не добился. Но тем, что он не исподличился, не стал подлецом, он и велик. Он сохраняет свою человеческую сущность, и не участие во зле — это большой человеческий поступок, который требует и мужества, и стойкости.